Снова всем привет, продолжаем играть в Morrowind. Находимся мы на пути из лагеря Зайнаб в Тель-Арун, кажется, да? Да, Тель-Арун. Но путь наш такой, скажем прямо, извилистый. Вне записи я орку починил броню, перезарядил катану. Также высказано было предложение снять с него плащ, мантию, точнее вот эту вот изящную. Я, в общем-то, так и сделал, чтобы он выглядел воином. Но видок так себе, как по мне. К тому же это решение временное, поскольку мантия имеет емкость 80, а это значит 40 единиц зачарования туда влезает. Вот. Ну и что? Мы находимся возле пещерки под названием Пулк, в которую я обязательно должен заглянуть. Катану я ему отдал. Давайте приготовим до нашего алчущего, зарекомендовавшего себя неплохо. И заходим. А, подождите. Пещеру-то я зачистил, друзья. Вот тупень. Так, ну что, тогда движемся дальше. Ну, просто я, видите, записываю ролики не каждый день. Поэтому забыл, что мы в пещеру зашли. А путь наш лежит вон туда. И здесь вот я предчувствую еще одну пещеру. Вот, кстати говоря... Ну ладно, скампа пусть ушатает. Надо бы отобрать у него катану все-таки. Не может моя душа смириться с тем, что он вот так вот расходует заряды. Несмотря на то, что мы накопили кучу камней для перезарядки. Да, но перезарядка, видите, идет с переменным успехом. Все-таки я хочу заряды поберечь. Вот, идем мы дальше. Здесь вот я видел какой-то закуток, похожий на вход в пещеру. Но нет, никакого входа здесь нет, к сожалению. Только Никс гончая. Две Никс гончих. Вторую я, кстати, не спалил. Они, видите, маскируются. Ну и, значит, придется лечить нам орка. Коль скоро мы отобрали у него катану. Что он долго провозился с этой гончей. Ну да, что лечить-то, я опять забыл, друзья, что у него есть регенерация. Прозвучало также мнение, что зря я отобрал кольцо Марары. Что, дескать, оно лучше, чем кольцо Финастера или чем даже кольцо регенерации. Я не согласен, конечно, с этим. Тем более, что последние несколько эпизодов показали, что вполне регенерация помогает. Но на мой субъективный взгляд. Я вижу гробничку какую-то. Проходить мимо, наверное, мы не будем. Родовая гробница Тиралас. Сохраняемся и заходим. Ага, здесь даэдры, друзья. Даэдры — это прекрасно. Это значит, есть шанс встретить тут святошу. Но пока что я вижу только Сумрака и Кланфира. А вот катану таки надо было бы вернуть. И восполнить ману, кстати, не помешает. Но тут, видите, узкий проход, поэтому алчущий наш как-то сам пытается справляться. Но вполне успешно, тем не менее. Паралич по-прежнему радует. А вот орк что-то не очень радует. Давайте-ка мы ему отдадим все-таки катану. Так уж и быть. Можно было, конечно, этих ребят захватить. Как бы вот теперь мне отсюда пройти. Ну ладно. Забираем все. Здесь тоже все забираем. Сундучок. Вычурное кольцо. Хорошо. Хорошо. И, в общем-то, больше ничего интересного. Но есть проход дальше. И зачем-то заперт на примитивный замок. Так, да и дротик.
Может и умрет, конечно, а может и нет. В общем-то, не повезло ему нарваться на катану. Сохранимся, плюс душинку мы захватили. И, кстати, все, да, получается, здесь больше никого и нет. То есть, чисто теоретически, вместо Дейдрота... Неплохой, кстати, амулетик. Вместо Дейдрота мог быть Святоша. Но не получилось. Не фартануло, как говорится. Бесполезный топор. Ну, не порадовала гробница. Были надежды, конечно, встретить тут Святошу, но нет. Давайте снова перезарядим. Раз уж потратили заряды. Все. Идем дальше. Идем за невестой. Я напомню, что мы идем за невестой для Ашхана племени Зайнаб. В ту сторону надо двигаться. Но здесь нам придется ходить по воде. Изрядно так. Вот и еще пещерка. Якин. Что-то мне подсказывает, что это тоже квестовая локация. Давайте сохранимся. И заходим. А, нет, это база 6-го дома, друзья. Ну, корпусного этого чувака захватывать, я думаю, смысла большого нет. А вот приготовить призыв, пожалуй, стоит. Потому как могут попасться нам здесь твари более сильные, гораздо более сильные. Но есть надежда, что мы таки встретим поднявшегося спящего. Раз уж Святош нет. Так, ну что ты? Упыря я уже захватывал, поэтому... Лишь бы это не был Дагот. Будет непростительно, если я упущу Дагота. Так, я захватил алчущего. И он напал на орка. Это, конечно, печально. Как мы можем повлиять на эту ситуацию? То есть он всех теперь атакует. И орка, и этого упыря. Блин. Вот что значит промахнулся. Но тем не менее, упыря захватить тоже надо. Он сдох. Да, это просто упырь. Было бы обидно, если бы это был Дагот. Но здесь только ждать, пока не исчезнет наш этот алчущий. Можно ли как-то снять эффект, интересно? Нет. Не вижу такой возможности. Поэтому только ждать. Ну вот мы захватили своего собственного алчущего, призванного. Такая себе ситуация, конечно. У упыря ничего нет. У этого слезы. Так, здесь у него ничего нет. Смотрим дальше. Давайте приготовим, да, заключение сразу. Чтобы не возникло опять такой путаницы. Так. Пошел. Но это вроде бы не Дагот. Да, это просто упырь. Что-то как-то не особо много здесь народу. Святилище. Но мы там еще не осмотрели один проход. Давайте посмотрим. А потом уже в святилище. Но если в святилище нет поднявшегося спящего, то я даже не знаю. Что это за база 6-го дома такая? А тут завалено. Видимо, это тот же самый проход в святилище. Просто закрытый. А может и нет. Орк сагрился, что ли?
Вообще не должен был. Нет, не сагрился. Хорошо. Сохранимся. Ага. Но эти ребята нам не нужны. Пусть он с ними справляется сам. Я думаю, что здесь без призыва обойдется. И тут еще. Так, все. Эти ребятки побеждены. Это было несложно. Ожидаемо. Слезы заберем. У них эффект восстановления здоровья. Так, еще один. Давайте воспользуемся невидимостью. Уровень у них низкий, поэтому, видимо, поэтому они меня особо не палят. Брать у них, собственно, нечего. Так. Но туда мы лучше зайдем, наверное, с той стороны. Скорее всего, вот этот проход. Это туда и есть. Ну, я надеюсь, по крайней мере, что это так. Так, заключение у меня установлено. Видите, я еще ни разу не полечил орка. Понятно, что длительные битвы он с этим, с этой регенерацией не затащит, а вот такие вот стычки вполне. Давайте посмотрим, сколько у него здоровья. Вообще не пострадало. Ну, плюс у него сопротивление, по идее. В кольце Финастера сопротивление электричества, но всего 20%. Ну, видимо, регенерация и сопротивление как-то работают. А упыри идут в великие камни душ, кстати говоря, друзья. Да, это, конечно, плохо. Ну, вот они, эти ребята. Давайте сразу в невидимость. Пусть они сражаются с орком. Они ему, видите, на один укус буквально. И все. Так. Вот он, этот камушек, который мы видели. А вот это, видимо, проход святилища. Ну, дальше, то есть. Может и нет. Еще один упырь. Это же упырь. Да, упырь. Не буду я его захватывать. По берегу великие камни. Пусть орк сражается сам. Зря, что ли, я его прокачивал. Тем не менее, спасибо всем за комментарии насчет зачарований для орка. Конечно, еще можно много разных эффектов впихнуть. Я по-прежнему надеюсь найти ростовой дейдрический щит. Туда можно впихнуть силу побольше. Ну и защита, да, нужна, я согласен. И нужна еще одна катана, то есть не дай катана двуручная, а именно одноручная, чтобы работал щит. Все это правильно, но пока что, видите, вот... Пока что так. Ну и святилище, естественно. Сохранимся. Я убью тебя быстро. Так, здесь опять эти голодранцы. А это Дагод, судя по всему. Это, судя по всему, Дагод. Да. Мистицизм подрос, наконец-то. Кто это у нас? Дагод Велос. Хорошо. Хорошо, почему-то без амулета. Пропил, наверное. Да, вон оттуда мы видели эту комнатку. Почему-то он не сагрился. Здесь у них мясо, а здесь сокровища. Давайте посмотрим. Стеклянный клинок.
Зелье света. Нам особо оно не нужно. Кошачий глаз. 20 пунктов. Ну, тоже без нужды. А вот замок уровня 25 на таком сундучке, он как бы намекает, что в нем ни хрена нету. Но тем не менее вскрыть его надо. Монетки. Ну ладно. Все, на выход. Пещеру мы зачистили. Вот эти вот пещеры шестого дома, они на самом деле все-таки квестовые. Квест со снами. То есть персонаж наш видит сны плохие. Об этом есть записи в дневнике. И, собственно, квест появляется. И вот зачищая такие базы в разных регионах, мы как раз-таки приближаемся к выполнению этого квеста. Я сейчас не очень помню, что нужно именно для завершения. Потому что как-то я не заморачивался с этими базами никогда. Но сам квест у нас есть. Давайте я даже его покажу. Ну это вот, видимо. Здесь про сны, про спящих. Неочевидный такой. А мы тем временем идем дальше. Что, нет рыбы, что ли? Все-таки есть. Все-таки рыба есть. И не одна причем. Ну хорошо, хоть дрелгов нет. О, еще одна пещера, друзья. У нас продолжается забег по пещерам. Налит. Название как-то незнакомо мне. Но сохранимся. Приготовим, наверное, призыв. И смотрим, что здесь есть. Какая-то дверь. И завал. Интересно. А, вот еще проход. Очень интересно. Дримора. Какие-то здесь, видимо, маги. Давайте-ка мы скроемся с глаз. Магичку развалили быстро. Еще бы дайкатаны-то получить. Нотазея Бени. Меч гадюк, ну и ничего интересного. У Дриморы, кстати, копье доэдрическое. Ну и стандартная такая хата. Магическая. Левитация, ну, не хочу я ее брать. Ничего интересного тут у нее нету. Идем дальше. Здесь тоже ни хрена. Что у них тут за дверью? Ловушка, да еще замок. Так, восполняем магию, кстати. Телекинезик. И снова готовим призыв. Ой, не заметил его. Я думаю, что орк разберется с Кланфиром. Действительно слабак. Сохраняемся. Хоть бы святошу подкинули, что ли, как-то. Тут очередная магичка. Я думаю, что она долго не протянет. И действительно.
И на охране у нее был всего лишь кланфир. Даже не Атронах. Стальной клинок небес. Смотрите, левитация 50 пунктов на 30 секунд. Пожалуй, я его возьму. Я думаю, что этот клинок навсегда решит нашу проблему с левитацией. Возможные проблемы, точнее, с левитацией. Но монетки я буду продолжать собирать. Как и камни душ. Как и ингредиенты. Ну, пещерка не порадовала. Мог быть святоша, но не повезло. Чисто теоретически, конечно, можно таким образом фармить вот этих различных доэдра, убирая тела и перезаходя в пещеру. Но мы с вами, конечно же, таким заниматься не будем. Приказ 6 уровня нам, в принципе, пусть будет. Пусть будет. Барабан. Божественное вмешательство. Щит. Отнять силу. Кстати, вот это вот хорошая вещь. Вот это возьму. Найти ключ, наверное, нет. Опять золотой святоша. Приказ 20 уровня. Отлично. Это уже интересно. Очарование нам не надо. Ну и сундучок. Очередной сундучок. Ну и очередные бесполезные книжки. Ну, все, на выход. Внизу ничего. Здесь ничего. Небольшая пещерка, 2 магички, несколько доэдра и ни одного святоши. Сохранимся. Вечереет, друзья. Вечереет, а мы все еще в пути, все еще в дороге. Но вот уже виднеются шпили, так сказать. Шпили-вили. Сейчас у нас будет шпили-вили вот с этим вот скальным наездником. Вернее, не у нас, а у орка. Буквально 2 палки и все. И полное удовольствие. Так, ну что, не будем, наверное, рисковать, агрить на себя рыбу. Применим хождение по воде. Не удалось. Как такое возможно? Но я же не дамаг, с другой стороны, почему нет? Так, ну и восстановим немного магии все-таки. На всякий случай. Там я вижу доэдрические руины, друзья. Не так уж далеко они располагаются. Есть большой соблазн туда сгонять. Давайте сначала поговорим тут с ребятами. Вот наша подруга, которую нам нужно выкупить. Да, мы ищем что-то особенное. Тебе нужна рабыня, которая изображала бы благородную леди из Телвани. Блаженная Альма. Ох уж мне это Сануму Забамат и ее хитрые планы. У меня есть рабыня, которая тебе нужна. Фалура Лерву. Красивая девушка из Данмеров. Но сначала тебе придется купить изящную сорочку, изящную юбку, изящные туфли, чтобы одеть ее. Так, ну тут она дает ссылку, куда можно сходить. Портниха Элегнан в Тельмора. Но она вот, по-моему, не говорит. Но нужен будет еще мускус Телвани. У меня его нету. Элегнан, Тельмора. Так, а мы в Тельмора же, да? А, нет, мы в Телеруне. А Тельмора у нас вот здесь.
Победа всегда будет за тобой, друг. Изящные нужны. Ну, мое, конечно, не подойдет. К сожалению, вот у нас перевод такой хромающий. И, честно говоря, что такое изящное, я не знаю. Поэтому я, наверное, сейчас метнусь в Альдрун. О, в этот... ну да, в Альдрун, что я заговариваюсь. И мы с вами соберем там одежды, какая есть, побольше. Плюс там есть портниха. Да. Чтобы не прогадать. Наберем разные одежды. Также мускус Телвани нужно поискать. Но я думаю, что если у меня все-таки его нет, а это скорее всего так, то здесь же есть и алхимик. Вполне возможно, что есть там. Так, ты мне нужен, но только чтобы скинуть тяжелое барахло. Так, а вот ты мне нужна. Изящная. Expensive. Да. Экстравагант. Давайте возьмем сорочку, юбку, туфли. Экстравагант. Экстравагант. А они и те. А, ну да. Вот эти возьмем. А вот юбки такой у меня нет, да? Эксквизит. Мой английский, конечно, оставляет желать и еще желать. Так, вот такую возьмем. Кстати, этих у меня почему-то две. Expensive. И это тоже expensive. Шут его знает, короче, друзья. Так, ну это штаны. Это штаны. И эти тоже expensive. Блин. Так, давайте посмотрим, что у меня тут. Мускус от Элвани и близко нет. Выложим ингредиенты, раз уж я зашел. У нас довольно много накопилось. Ну и придется бежать под Скар. Также я, пожалуй, выложу скуму, иначе могут со мной не захотеть торговать. По-хорошему к Налькарьке еще бы наведаться. Но сейчас у нас в ближайшее время вроде бы не планируются никакие особые спецоперации. Но разве что те вот доэдрические руины зачистить. Но это нужно делать до выкупа рабыни, конечно же. Смотрите, насколько легче стало нам ходить, когда я скинул это все добро. Так, ну и продать-то особо некому. Поэтому я пока выложу. Камни пусть будут. Не будем сейчас тратить на это время. Отправляемся. Кстати, а у нее что за юбка? А, ну такую я взял, да? Да. Такую я взял. Так, ты пока стой здесь. Прошвырнемся тут по магазинам.
Если здесь нет мускуса Талвани, то я, честно говоря, вот надежного места не помню, где его продают. Как-то у меня с этим никогда проблем не было. Это впервые я сталкиваюсь с тем, что у меня нет его. Я вас знаю. Что ты хочешь, Бреттон? Хочу купить у тебя одежду, но давай сначала мы с тобой поговорим вежливо. Так, чисто. Прокачки ради. Значит, она не очень настроена вежливо разговаривать. Тяжело как-то идет убеждение. Ну, до сотни-то надо поднять, как иначе? Иначе это не разговор будет и не торговля. Ну давай. Ладно, ты сама этого хотела. Где у меня красноречие? Вот другое дело. И все равно, да? Но видите, зато растет навык. Ну пусть будет 98, ладно. Значит, что нам нужно? Экстравагант у меня есть. Мне нужно эксквизит вот это. А у нее, кстати, тут и выбора-то особого нет. Смотрите, юбок-то у нее и нет. Такие вот у меня уже есть. Перчатки нам не нужны. Печальненько, печальненько, друзья. Весьма печальненько. Экспенсив аж 3 штуки у меня разных. Я когда-то знал, какие точно нужны элементы одежды, но теперь уже, видите, подзабыл. Так. Ну что, тогда давайте посмотрим на предмет мускуса. Так, а почему у нас с тобой отношения не налажены? Мускус я уже вижу. И она его продает аж 11 штук. Вот тут другое дело. А мне нужен всего один. Давайте для приличия скинем цену. Так, ну и что? Что же делать-то, друзья? Я предлагаю чисто попробовать. Вдруг прокатит то, что есть у нас. Сохраниться и метнуться туда. Да, давайте так и сделаем. Вот здесь я сделаю сохранение быстро. Применим такой запрещенный, скажем, прием. Через что? Да не через что. Через гильдию магов, наверное, будет проще. Тем же путем, как я сюда пришел, получается. Да, орка я не взял, но он нам, по сути, сейчас не особо нужен. Дотащить эту подругу мы сможем и без орка. Значит, через Садрит Мора на кораблик. Да. И здесь скачками. Телерун нам нужен, да? Чтобы я ничего не напутал. Здесь тоже вроде бы есть магазины такие вот с одеждой. Но, блин, к своему стыду я вот стал, видите, такие вещи уже забывать. Давно, когда не играешь, все это вылетает из головы. А в Телерун он сразу не плывет, только в Тельмора. Кстати, нас в Тельмора и посылали. Я слушаю. А почему бы нам и не воспользоваться, да? Советом. Вот, по-моему, какая-то портниха здесь должна быть. Да, вот к ней меня отправляли. Может быть, даже есть в диалоге? Нет, в диалоге нет, к сожалению. Поэтому давайте смотреть. Вот такие вот у нее есть юбки, но это вот отсюда. Давайте купим. Так, и вот из этого комплекта Expensive.
Expensive. Ну, в принципе, все. Амулет, кстати. У меня до сих пор нет амулета с постоянным эффектом. За 240, который. Не помню, есть у меня они или нет, но будем так иметь в виду, что они тут есть, если что. Вам что-нибудь от меня надо? Да все, уже ничего не надо. О, а здесь охрана, смотрите-ка. Брэттон, Типа, что вы хотите? украсть ничего не получится, да? А вот они у нее где, да? Ты посмотри, а? Позаботилась. Ты кто? Воин слова. А какого у тебя уровня? 10-го. Ладно, выходим и направляемся мы, собственно, по заданию. Вот, Телярун. Тем временем стало светать. Ночь прошла в таких вот поисках, беготне. Тут вроде бы можно срезать через этот подвал. Да. Так, значит, это мы... Это она предлагает за мускусом Телвани сбегать. Ну и деньги. Предложить 1000. Отлично, 1000 мы ей дали. Ключ получили. Отличная погодка, не правда ли? Открываем ворота Пусть победа и твоих забираем воинов нашу быстрыми подругу. и многочисленными. Блин, ну... Руины же я хотел зачистить. Ну ладно, блин. Подарки есть, да, вот эксквизит она забрала все-таки. То есть сразу бы не получилось, друзья. Все-таки вот пришлось бы покупать. А что ты за мной не хочешь идти? Совместное путешествие. Хорошо. К сожалению, она не будет перемещаться так, как перемещался наш орк. Поэтому придется мне ее защищать, оберегать. Тащить не спеша. Но хождение по воде мы сможем на нее накинуть точно так же. Да. К сожалению, у нее вроде бы нет оружия никакого. Не верит мне, видите, что я Нерварин. А какой у нее уровень, кстати говоря? 5. Ну, в принципе, как наш орк тоже. Ладно. Вот она уже возмущается. И чё встала? Вот это номер. То есть, типа, она встала и все. Молодец такая. Вот где пригодилось бы увеличение скорости, кстати говоря. Ну, заклинание я имею в виду. Что-то я об этом не подумал. Здесь рыбу мы уже истребили, поэтому не страшно было бы даже и вплавь. Так, ну нужно идти по своим, как бы сказать, следам, чтобы лишнего не наагрить. Ну, вроде бы резво она бежит, хотя бы не застревает, уже хорошо. Примерно вот так вот мы и движемся. Ну, нормально, бодренько, я думал, будет медленнее. Меня подождите. Да жду, я тебя жду. В принципе, тут можно и по дороге идти. Так, а там Кагути почему-то не охваченный нашей благодатью. Давайте мы призовем Дримору для борьбы. Так, с запасом будем действовать. Дримор это точно справится.
Но если я смогу его призвать. Так, она что-то магичит. А Кагути заметался. Она лечится. Что-то пыталась в битву вступить. Зачем-то. Дремора гораздо медленнее ее, смотрите. Но я вот примерно ожидал, что она будет бежать с такой же скоростью, как бежит Дремора. Так, ну вот это плохо, что она так быстро бегает. При том, что у нее, как видите, нет оружия. Поэтому мы наложим на нее лечение. На всякий случай восстановим ману себе. Без приключений, видите, не обошлось. Немножечко пришлось вступить в битву. Ну а сейчас побежим по дороге. Так, а тут я был, да? Судя по Алиту, который валяется. Эту гробницу я посещал, поэтому не будем тратить время. Вот он и Лагерь, собственно говоря. Дремора нас покинул как раз вовремя. Нам нужно к Ашхану. А забрала она у меня, да? Да, получается, забрала этот мускус. Спасибо. Все. Буду с ним очень счастлив. Отлично. Значит, давайте поговорим насчет Если хотите поговорить. невесты. Все ему нравится. Хотя бедра, говорит, у нее меньше, чем мне бы хотелось. Засранец. Пояс Зайнап нам дали. Так, что за пояс Зайнап? Давайте смотреть. Вот он. Заметить сущность при использовании. Ну, такое себе. Давайте навестим на всякий случай шаманку. Так. Когда Мерварин отправился на Красную Гору, чтобы сразиться с Дагатуром, отправиться. Он возьмет с собой сердце своих родичей. Чьи сердца? Сердца своих родичей. Чьи родичи? Кто знает? Кто знает, кто говорил в моем сне? Туманное такое, конечно, предсказание. А, слушайте, я совсем забыл. Здесь же еще, видите, квест с цинка. Но мы его выполнили, в принципе. Может, что-то новое скажет, давайте глянем. Квест-то мы закрыли. Добро пожаловать, мне кажется, я вас знаю. Гостеприимство. Ну нет, здесь, конечно, нам ничего нового не скажут. Ладно, на этом я, пожалуй, серию буду заканчивать. Вне записи я уже метнусь в Альдрун, разложу, как всегда, барахло. И мы встретимся с вами завтра. Всем спасибо за внимание и до новых встреч.